много мифов по этому поводу, да, сколько же зарабатывают коучи. И я думаю, нам всегда интересно, сколько же зарабатывают специалисты в определенных новых профессиях, которые на рынке, в принципе, сейчас только-только набирают оборот. Стоимость услуги варьирует от стажа работы, от специфики специализации коуча. В среднем это где-то $100–200. Я вам могу сказать, что уже начинающие коучи, которые прошли только обучение, они зарабатывают 15 тысяч тенге за час. Если взять практику во всем мире, то самая высокооплачиваемая сессия у Энтони Роббинса – это $1 миллион. Я думаю, это мечта каждого коуча, да, когда он будет за свою сессию получать $1 миллион. И я вам, знаете, хотела рассказать один пример. Есть фильм «Миллиарды», сериал, и там такая ситуация, когда выписали чек на $5 миллионов коучу. И когда правоохранительные органы заинтересовались таким гонораром, и обычный следователь говорит: как это так, у вас такой большой гонорар? Видимо, это была какая-то взятка. Он говорит: в вашем мире это взятка, а в нашем мире это норма. Так вот, в коучинговом мире в формате консультации час нашей работы стоит $100–200. Понятно, что если вы только прошли нашу программу и стали профессиональным коучем и еще неизвестны на рынке как специалист, то стоимость услуги будет стандартная, где-то 10–15 тысяч тенге. Да? Но нарабатывая опыт определенный, то компетенция коуча будет расти, да? У него будут свои чемпионы, как мы называем. Наши клиенты, они чемпионы, потому что мы им помогаем достичь определенных целей. И если у коуча есть такие люди-чемпионы, которые уже сами рекомендуют, сами продают коуча, то чек коуча, конечно, будет возрастать. Есть определенные компетенции, которые должен обладать каждый коуч, получивший международный сертификат. Это 11 компетенций коуча, которые можно почитать на нашем сайте более конкретно и подробно. Мы делаем определенные рассылки для того, чтобы наши студенты уже шли, поднимали свой стандарт. И все-таки как сделать так, чтобы консультация коуча, специалиста была высокооплачиваемой? Нужно, конечно, поднимать свою компетенцию. Это первое. И второе, помогать своим чемпионам, своим клиентам стать чемпионами. Чем больше у тебя успешных клиентов, которые в короткие сроки или достигли определенных целей, то коуч, он сразу поднимается на планку выше в плане стоимости. Я вам могу рассказать одну историю. Сломался теплоход, и никто не мог его починить. И тут позвали одного старого инженера, который пришел с маленьким чемоданчиком, походил, посмотрел, потрогал все механизмы, взял маленький молоточек и ударил по красной кнопочке. И весь теплоход опять начал работать. Зажил весь мотор. И когда хозяину пришел чек на $1000, хозяин возмутился: как это так, за 15 минут работы вы просите у меня $1000? Тогда инженер написал ему следующее: удар молотка $50, а знать, куда стукнуть, $950. Так вот, хороший коуч знает, на какую кнопочку нажать у своего клиента, чтобы он добился тех результатов, которые он хочет. Действительно, мы уже сейчас слышим это слово, знаем примерно, кто такой коуч, что есть какая-то специальность новая. Их очень много в соцсетях и так далее. И многие люди не понимают, да, что это за человек, что это за профессия такая, и почему многие известные люди называются коучами. Да?
Мы делаем следующее для популяризации, конечно, нашей профессии и понимания профессии самой, да, сути коучингового взаимодействия. Конечно, это наши конференции, открытые мастер-классы. И в рамках открытых мастер-классов мы делаем какие-то презентации. Но я вам скажу одно, что коучинг сейчас очень активно внедрен в наше образование. И дети уже дают себе рефлексию, обратную связь на основе коучинговых инструментов. Это раз. Второе, мы можем просто поговорить с тем человеком, который не знает, что такое коуч, да? Что такое коучинг, кто такой коуч и что такое коучинг. Мы можем просто поговорить, прояснить его задачи, цели и во время разговора дать ему определенную поддержку для того, чтобы клиент поверил в себя, человек поверил в себя. И знаете, как бывает? Люди 5 минут могут побеседовать с коучем профессионально и обрести крылья. Ну, таким образом. И я думаю, что, конечно, это как сотовый телефон. Да? Мы все боялись нажимать на какие-то кнопочки и не понимали, что это такое за такие новые гаджеты. Да? Нам много непонятно. Но просто определенная практика. И когда наше окружение начинает пользоваться этими инструментами, мы начинаем тоже вовлекаться. Поэтому эта тенденция растет. И чем больше людей будут вовлечены в эффективное взаимодействие с коучем, наша жизнь будет намного лучше. Вы знаете, было ли в вашей жизни, когда вы дали какой-то совет или поговорили со своим другом, и потом у него как-то все волшебно стало получаться? Я думаю, были в вашей жизни такие моменты. И вы думаете, я же ему помог, я же тогда ему там подсказал, поддержал его. И я думаю, вам было бы приятно еще за это получить определенные деньги. И если у вас уже есть такая способность вдохновлять, да, и помогать другим людям, то я думаю, вы уже коуч по природе. Просто нужно определенные навыки и компетенции для того, чтобы быть уже профессионалом. Поэтому я думаю, что каждый второй, третий коуч в нашей жизни, да, потому что в нашей природе, в нашей культуре есть такая традиция, да, обращаться к старшим за каким-то вопросом, да, или помочь прояснить какую-то ситуацию. То есть мы это уже делали. А теперь взаимодействие, профессиональное взаимодействие выходит на другой уровень, уровень услуг, где вы можете сделать качественно, безопасно и эффективно.